Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала RGINK. Спасибо каналу RGINK за отличное видео. Всем привет! Это Джейсон Робинсон. Сегодня мы собираемся поговорить о давлении. Когда мы говорим о процессе литья под давлением, мы время от времени говорим о давлении. Но не всегда мы говорим об одном и том же. Нужно по-разному смотреть на давлениях в различных локациях. Обычно имеется в виду давление в трех разных частях машины. Первое – давление в цилиндре вот здесь. Он называется цилиндром узла впрыска. Это давление называется гидравлическим. Второе место, где мы встречаем давление в инжекционном литье, находится внутри материального цилиндра. Вот здесь или перед наконечником шнека. Это давление отображается на манометре. Мы обычно называем его просто давлением пластика, потому что это и есть давление пластика внутри материального цилиндра. Если вы изучите какие-нибудь современные курсы, то узнаете, как правильно называть давление в этом цилиндре. Оно называется удельным. Я объясню вам необходимость именно такого названия буквально через минуту. И, наконец, проследуем вот сюда, в третье место, где мы имеем давление в процессе литья. Непосредственно полости пресс-формы. Это давление мы будем называть полостным, потому что оно внутри полостей, то есть гнезд. Итак, быстро вспомним три места, где имеется давление, и три названия. Гидравлическое давление, вот здесь сзади, на гидравлических термопласт-автоматах в цилиндре впрыска. Удельное давление, которое в материальном цилиндре. И еще полостное давление непосредственно в полостях пресс-формы. Теперь позвольте мне объяснить разницу между этими тремя названиями. Когда я веду курс, мы обычно просто говорим гидравлическое или пластиковое. Гидравлическое всегда вот тут сзади, в цилиндре. А если я спрашиваю, каково давление пластика, то всегда возникает небольшая путаница. Говорю я о давлении пластика в материальном цилиндре или давлении пластика в гнезде. Именно поэтому мы были вынуждены разделить эти два давления. И мы называем одно из них удельным. Мы повзаимствовали это название у одного из производителей ТПА. В их контроллерах оно называлось удельным давлением. Итак, теперь мы различаем удельное давление и давление в полости пресс-формы. Оба эти давления являются давлением пластика, но они находятся в разных локациях. А эти названия помогают идентифицировать, о чем я говорю, где вы фиксируете фактическое давление. Удельное в материальном цилиндре или полостное в гнезде пресс-формы. Сейчас я запускаю машину. Некоторые могут задаваться вопросом, одинаковы ли все эти давления. И мы сейчас посмотрим на это и объясним немного. Это наша система мониторинга. У нас есть манометр, подключенный к этому гидравлическому цилиндру. Это один из манометров. Есть еще второй манометр, он считывает гидравлическое давление. Вот здесь вы можете увидеть гидравлическое давление 408-409 PSI. А теперь давайте посмотрим на экран нашей системы вот здесь. Если вы посмотрите на этот график, то увидите на нем именно гидравлическое давление. Вот эта белая кривая – это гидравлическое давление. На этапе удержания мы обычно имеем 410 PSI гидравлического давления. А теперь я добавлю еще одну кривую. Сейчас в нашей системе они все еще называются давлением пластика. Но не позволяйте ввести себя в заблуждение. Мы еще не обновили наше оборудование. Сейчас вы видите переход от пластикового давления к удельному. Посмотрите вот сюда внимательнее. Вы видите в цилиндре впрыска 409-410 PSI, а удельное давление, которое изображено красной кривой, составляет 6630. Если вы проследите за моей рукой вот здесь в цилиндре, мы имеем 410 PSI. Вот тут, перед наконечником шнека. Удельное давление около 6600-6620. Это удельное давление пластика. Почему так? Существует такое понятие, как коэффициент интенсификации. Это коэффициент в данной зоне. В зоне между цилиндром впрыска и наконечником шнека. Итак, цилиндр впрыска – это всегда большая площадь, а в зоне наконечника шнека площадь всегда меньше. Это и усиливает давление.
Коэффициент интенсификации на данной машине около 18,8. Таким образом, каким бы ни было давление в цилиндре, оно усиливается на 18,8. Именно так из 410 получается 6610. Это применимо к давлению в целом, пиковому давлению и противодавлению. В данный момент мы наблюдаем за давлением удержания. Итак, мы обсудили первые два типа давления. Обсудили гидравлическое сзади цилиндра и затем удельное в материальном цилиндре. Следующее место, о котором мы поговорим, это непосредственно гнезда пресс-формы. Это давление называется полостным. На экране системы мониторинга сейчас имеются все три давления. Начнем с конца. Я имею первое, гидравлическое, 409 PSI. Оно в цилиндре впрыска, и это гидравлическое давление. Затем вот эта красная кривая – это давление в материальном цилиндре. Оно составляет 6630, это удельное. А теперь вот новая кривая. Вот эта зеленая кривая – это давление в одном из гнезд пресс-формы, рядом с точкой впрыска. Мы видим около 2599, а пиковая составляет 3200. То есть в этой точке, в то время как мы имеем 11270 давления пластика в материальном цилиндре, до полости пресс-формы доходит всего 3200. Причина этому – то, что мы называем потерями давления. Мы выталкиваем пластик из сопла в этой точке с давлением около 11000. Но внутри этой части, прямо здесь, рядом с точкой впрыска, оно достигает всего 3200. Таково полостное давление. Причина такой разницы между этими двумя значениями – это то, что называется потерями давления при впрыске и удержании. Расплавленный пластик движется через отверстие наконечника сопла, через литниковую втулку и литниковую систему ПФ, и далее через точку впрыска формообразующей полости. Потери давления при протекании пластика от материального цилиндра ТПА до конечной точки в пресс-форме остается всегда примерно одинаковым, и чем дальше от материального цилиндра, тем меньшее давление достигает полости пресс-формы. Если у кого-то есть вопросы или замечания, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под видео. Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.